Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши выпуски о немецких городах. И сегодня мы в Южном Гессене, в средневековом городке Михельштадт. Здесь проживает около 20 тысяч человек, и через город протекает река Мюмлинг, скорее похожая на ручей. Название Михельштадт происходит не от имени святого Михаила, как можно подумать, а от древненемецкого слова «михель», что означает «большой». Таким образом, город был назван в честь своего размера, а не в честь святого. И первое упоминание этого города относится аж к 741 году. Большинство войн обошли это место стороной, и поэтому здесь, так же как и в Идштайне, можно окунуться в почти нетронутое средневековье. Ну что, окунемся туда вместе? Давайте начинать! В городском районе Рейбах я нашел очень приятное местечко и назвал его Маленькой Венецией. У воды в зелени было очень приятно гулять, и это было мое самое первое впечатление о городе. Там я даже нашел вкусную иргу, которую немцы считают ядовитой. Ну что поделаешь с несчастными людьми? А визитной карточкой города считается вот эта фахверковая ратуша, которая построена в старом готическом стиле и датируется 1484 года постройки. Архитектор, к сожалению, неизвестен. Многим американским посетителям трудно поверить, что это здание было построено за 8 лет до открытия их континента. Эта ратуша признана одним из самых оригинальных исторических зданий такого типа в современной Германии. Именно она была изображена на немецких почтовых марках как один из символов Германии. Вы только посмотрите, какое интересное строение. Все здание стоит на громадных дубовых сваях, покрашенных темной краской. Они, кстати, оригинальные, я спросил у работников. Мне повезло, что буквально в день съемок после обеда была закончена реставрация, и балки еще пахнут свежей краской. Здесь сразу создается какая-то сказочная атмосфера. Именно вот это пространство использовал здесь в средние века как крытый рынок. Это был своего рода торговый центр средневековья. Помещение под церковью было не только пространством для рынка, но также там был зал суда, а в зале наверху сейчас проводят свадьбы. А если посмотреть сюда, здесь вот на одной из дубовых свай дата выглядит как 1888 год, но это неправильно. В то время, когда ратуша была построена, не пользовались арабскими цифрами, а в ходу были готические цифры. Если внимательно присмотреться, то видно, что вторая и четвертая цифры выглядят иначе. Это готические цифры 4. И получаем таким образом 1484 год постройки этого здания.
Вот это тоже красиво. Это вид на рыночную площадь со средневековыми домами из-под ратуши. Здание справа – это бывший гостевой дом Zum Goldenen Löwen, что переводится как «Золотому льву» или «У золотого льва». Построен в конце XVIII века. Это было почтовое отделение Турн и Таксис. Турн и Таксис – название дворянской семьи, которая достигла дворянского статуса и основала европейскую почтовую систему. Это была станция для почтовых карет. Здесь меняли лошадей. И путешественники останавливались здесь также на ночлег. А напротив ратуши есть действующий фонтанчик. Он был построен в конце XVI века и выполнен из песчаника. Но самое интересное здесь то, что вода течет из голов маленьких дракончиков. Казалось бы, драконы должны извергать огонь, а здесь вода. Наверное, какой-то символизм. Если кто-то знает, что это значит, пишите в комментариях. А на улице рядом с ратушей находится вот это здание. Внутри находится ресторан, и называется он «Три зайца» или по-немецки «Drei Hasen». К сожалению, многие люди проходят мимо интересных деталей, даже не взглянув на них. Моя же задача – заострить на этом ваше внимание. Посмотрите на этот герб над входной дверью. Мы видим круглую эмблему, на которой видно 3 зайца. У каждого зайца по 2 уха. Ну а если взглянуть на картину целиком, то мы видим все 3 уха. Обожаю такие картины. Одной из достопримечательностей города является вот этот дом со слонами. В нем находится очень милая кофейня. Но почему же он называется «Дом со слонами»? Давайте попробуем выяснить. И с этим мне помогла Эрика, с которой я познакомился в одном из магазинчиков, когда искал одно историческое место в городе. Она родилась и выросла здесь и с удовольствием поделилась с нами своими знаниями. Тогдашний граф охотился в Африке на слонов, и он привез с собой слоновую кость. И многие начали зарабатывать на этом деньги, начали открывать мастерские по резьбе слоновой кости. Тогда это было символом финансового достояния города и всего региона, так как приносило много денег в казну. Поэтому мы видим фигуры слонов на стене вот этого кафе. Дом со слонами или музей изделий из слоновой кости известен тем, что в нем занимались резьбой по слоновой кости.
Это был очень важный промысел. Отец нынешнего хозяина этого музея – коренной житель города, и он научился ремеслу резьбы из слоновой кости. Он собрал большую коллекцию изделий из слоновой кости со всего мира и основал тогда музей. Некоторые экземпляры можно увидеть на витрине, не заходя в сам музей. Эрика в основном говорит на гессенском диалекте, и каким-то чудом я ее мог понять. Она сказала, что в школе было плохим тоном разговаривать на литературном немецком. Дети считали тебя тогда выскочкой или кем-то подобным. Вот она и привыкла говорить только на диалекте. А когда узнала, что я не говорю по-гессенски, подарила мне книгу о гессенском диалекте. Она очень милая и добрая и любит общаться с людьми. И я прошу вас, если будете в Михельштадте, зайдите к ней хотя бы на 5 минут, передайте привет от меня и хотя бы поговорите с ней, если ничего не купите. Она расскажет вам много интересного о городе. Адрес магазинчика оставлю в описании. Там нет вывески, так что адрес – это ориентир. А вот посмотрите, как здесь уютненько. Казалось бы, все стоит как бы в куче, навалено, но создается впечатление уюта и теплоты. Здесь мы видим часть защитной городской стены, и на ней есть вот такая памятная табличка, которая рассказывает о одной очень интересной городской легенде. Табличка установлена как память об умных и смелых пчелах, которые будили здесь спящих охранников городских ворот, жали их за нос и предупреждали их о приближающихся захватчиках. Как напоминание о спасении города, здесь каждый год проводится фестиваль «Пчелиный рынок». Друзья, а сейчас мы находимся в Келлера Михельштадт. Это был здесь своего рода административный район, где происходило распределение и передача денег князьям и помещикам. Сейчас же эту службу можно сравнить с налоговым ведомством. Это был замок Михельштадта. Мы сейчас во внутреннем дворике. И все строения возникли в принципе с 14 по 16 века. Еще раньше здесь находился замок из периода раннего Средневековья, который в дальнейшем был объединен с городской крепостной стеной. Вот это главное здание. Возможно, это и был главный дворец замка. Если мы выйдем из дворика и посмотрим на замок с внешней стороны, то видим, что он объединен с защитной стеной. Там слева видим так называемую Diebesturm. Это была тюрьма. Dieb – это вор по-немецки. Вот их туда и сажали.
5 километрах от центра Михельштата я нашел еще один замок. Это замок рядом расположившегося городка Эрбах. И уже на подходе к нему его архитектурный ансамбль привлекал внимание своей грандиозностью. Бесконечное пространство с культурными экспонатами. Замок Эрбах хранит множество сокровищ, среди которых выделяются знаменитые коллекции графа Франца I фон Эрбах. В его честь вы также найдете там немецкий музей слоновой кости. Как мы видим, речь снова о слоновой кости, так как этот промысел был важен для всего региона. И Франц I фон Эрбах был именно тем графом, который после охоты в Африке привез в регион слоновую кость. И вместе с этим положил начало развитию ремесла резьбы по слоновой кости. Экспонатов музея замка здесь также благодаря графу Францу I, который 6 лет жил за границей, получая образование и путешествуя. Именно он положил начало сбору коллекций предметов со всего мира. Внутри, к сожалению, нельзя было снимать, как я не пытался убедить сотрудников, но я собрал несколько фотографий из интернета. Это просто фантастика. Вы посмотрите. Возвращаемся в Михельштадт, район Штайнбах. Кстати, передвижение по городу осуществляется на маршрутках, на мини-автобусах. Ах, как же это знакомо! Итак, в районе Штайнбах стоит Айнхардс-базилика, построенная аж в IX веке, и относится она к памятникам каролинской архитектуры. Это одна из немногих сохранившихся церквей того времени. Здание было построено человеком по имени Айнхард. Он был помощником Карла Великого. Позже здесь был монастырь. Каролингская архитектура – это стиль, который развивался в период Каролингского возрождения 8-9 века, в эпоху правления династии Каролингов, в первую очередь во франкском государстве. Этот стиль характеризуется синтезом античных, византийских и местных средневековых традиций, а также появлением новых элементов. А замок Фюрстенау в городском районе Штайнбах является самым красивым замком в регионе, и его можно осмотреть только снаружи. Для защиты своих владений курфюршество Майнца построило замок с рвом около 1250 года. В конце XVI века замок был перестроен в стиле Ренессанса. В то время были построены впечатляющая декоративная арка и замковая мельница на берегу реки Мюмлинг. Сегодня весь замковый комплекс считается одним из самых красивых немецких замков и дворцов.
Примечательными частями замка являются Красная башня и чрезвычайно яркая декоративная арка. Самые старые части комплекса зданий – это внутренний двор, похожий на форт. Новый дворец в неоклассическом стиле XVIII века впечатляет. В комплекс замка также входят ворота и здание каретного сарая. Посетителям также стоит взглянуть на бывшую мельницу замка в стиле эпохи Возрождения. Сказочный ансамбль зданий с начала XVIII века заселяют графы Эрбах-Фюрстенау. Дворы, дворцовые сады обычно открыты для экскурсий. Любители искусства могут увидеть произведения местных художников на территории, а любители природы могут прогуляться по живописным окрестностям. Всегда, находясь вот в таких маленьких городах, где атмосфера располагает, хочется просто бродить по вот этим узким улочкам, наслаждаться вот этими разными фасадами, ухоженными садиками. Мы сейчас вышли в пешеходную зону на улицу Мауэрштрассе, которая идет вдоль городской защитной стены. Посмотрите, как у немцев все логично. Мауэр – это стена, штрассе – это улица, Мауэрштрассе – это улица, идущая вдоль стены. Все просто. Но иногда немецкая логика и очень забавна. Есть много сложных слов, но при этом они очень забавные. Например, Toilettenbürstennutzungsanweisung, где туалет – это туалет, Bürste – это туалетный ёршик, Nutzung имеет значение использовать что-то, а Anweisung – это инструкция. Итого получается инструкция по использованию туалетного ёршика. Кто бы мог догадаться? Toilettenbürstennutzungsanweisung. Если вы знаете другие подобные слова, пишите их в комментариях. Ну а теперь назад на пешеходную улицу. Здесь стоят красивые старые дома. Так как город строился долго, здесь можно найти совершенно разную архитектуру. Наверное, самые старые это фахверковые дома. Потом есть просто современные оштукатуренные дома. А вот и каменный дом. И, наверное, здесь жил какой-нибудь богатей, потому что мы уже знаем немецкое выражение «каменно-богатый» из фильма про Хайдельберг. Можете посмотреть его по ссылке на экране. А смысл этого выражения в том, что те, кто мог позволить себе каменные дома, мы говорим сейчас про 16 век, то таких людей называли каменно-богатыми, и по-немецки это звучит как «Steinreich». Вот, видимо, здесь жил один из таких представителей. А есть еще дома вот с такими деревянными накладками, как чешуя у рыбы. И таких домов полно по всему городу. В одном месте я подглядел, что вот под вот этой чешуей, под этими деревянными лепестками находится каменная стена. Видимо, там тоже жили богатеи.
вот здесь есть очень интересная такая вещь. Это, так скажем, магазинчик самообслуживания. И, видимо, фермеры, они вот занимаются курями. Здесь есть фотография курочек. Да, и вот тоже. Они, курочки, несут яйца. И вот они сюда их кладут, и здесь можно их купить. То есть открываешь дверцу, смотришь, вот здесь написано вот цена, там 3 евро за упаковку. Кладешь денежку вот сюда и забираешь яйца. Здесь нет ни человека, ни какого-то замка. Работает вот просто вот на улице. Вот она. Синагога была построена в 1791 году как символ проживающей здесь еврейской общины. И это одна из немногих синагог в Германии, которая уцелела после нацизма. Посмотрите, можно заметить, что над дверью есть табличка со старой надписью на иврите. И это было во время войны. Табличка сохранилась. Представляете? Местная церковь была построена в конце 15 века. И самое примечательное здесь то, что здесь хранился архив, являющийся самым ценным для всей Германии. Ценные книги и рукописи хранились здесь до 1970 года, а потом все переехало в другой архив. Также это было место захоронения даров, сокровищ и местных графов. Друзья, на этом заканчиваем наш выпуск из Михельштата, из города с такими роскошными фахверковыми домами, из города со своими историями, со своими легендами и из города с такой прекрасной ратушей, красивей которой я никогда не видел. Если вам понравилось, вы можете поддержать канал небольшим пожертвованием. Как это сделать, вы можете найти в описании к этому видео. Организация любого путешествия требует много времени и сил. Если не хотите заниматься изнурительным планированием, обращайтесь, я вам помогу. Я занимаюсь планированием, организацией логистики, консультирую по всем этим вопросам. Нужна помощь? Контакты также найдете в описании к этому видео. Ну а мне остается лишь попрощаться с вами, пожелать вам хорошего вечера, утра или дня. Если понравилось, ставьте палец, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и делитесь каналом, потому что все это помогает проекту продвигаться. До новой встречи! Пока-пока!